Все это лирика. Давайте арену богов. Есть у нас природа в своем первобытном величии, сметающая все на своем пути. И есть превратите врагов в пылающие горстки пепла. Ну, давайте начнем проходить. Я так понимаю, у шамана будут эти тотемы ставиться. Ну, а здесь у нас вот такая ерундистика будет. Надо нам сносить этот дом. Мы его сносим благополучно. Ставим мы сюда нашего ярость бури. По 78 он наносит. Ряд мы вычистили. Отлично. Ставим Голиафа. Начинаем дамажить его понемножку. Первый ряд мы практически забили рунами смерти, что есть очень хорошо. Сейчас мы сюда поставим тотемчик. Так. Давайте девочку кинем. У него изумение, да, дает шипы. Призывает 2 тотема. Плюс 15. И регенерация. Так. Давайте перекроем тогда ему ряд этот. Так. Отлично. Девочка и так умрет. А мы выпускаем нашего ТНТ. Да, вот он дает шипы. Вот он призывает тотемы. Мог бы и на смерть поставить. Ну, тотемы мы сейчас уничтожим. Носим тотемы. Ставим еще одного Голиафа. Ну и в принципе здесь уже победа. Да, это победа. Ничего сложного за Трикси играть не было. Сейчас вот за белого медведя должно быть потяжелее за счет Голиафов. Ну, хорошо. Рассветное дело. Следующий у нас плюс 11. На 11 38 70. Так, ну теперь идем за Мишку играть. Здесь уже будет посложнее, потому что нам нужно как-то сливать его Голиафов. Ставим мы сразу девочку. Вот, носим дом, это хорошо. Так, даем шипы. Ставим кактуса. Этот сам убьется. Он убьется сам. Так, ну а мы закрываем ряд, ставим маркиза. Плохо, конечно, что он его снес, но как бы прям ничего ужасного, конечно, в этом нет. Так, ставим тотемы. Ставим нашу Тани. Ну, хорошо. Так, Голиаф, понятно. Нам надо Голиафа убивать. Но нам это не удастся сейчас, я так понимаю, сделать. Да, не удалось, и это плохо. Потому что сейчас то, что выйдет, тотемы, да, снесет. Так, направлена она на 13. Сама умрет. Ставим кактуса. Хорошо. Опять очередной тотем. Так, он снижает атаку на 10. Это не очень нам хорошо.
На 13, соответственно, на 15. Ну, нормально. Да, вот, конечно, пронесет он нам сейчас атаки. Ну да. Угу, угу. Давайте тогда вот так вот сыграем проще. Да, 41 у него тут есть. Посмотрим, что он сейчас будет делать. Он сдается. Ну вот, собственно, и победа. Опять же, ничего такого прям супер трудного нету, но вообще за шамана играть сложнее, чем за Трикси. Ну, ладно, не суть. Так, ладно, давайте тогда начнем с Мизу. Будем раскидывать руны. Будем раскидывать руны. Также поставим себя. Еще 3 рунки мы кинули, 2 морозки и 1 смерть. Вот это плохо. Вот это очень плохо. Вот чем мне его выгоднее снести? Наверное, вот так вот мы даже сделаем, отдадим. Это пусть он кладет немоту, поливать. Немота отдана. Нам даже пока немоту не надо отдавать, мы поставим Эостру. Сейчас мы уже ставим Шаамуну. Блин, вот почему я только не понимаю, срабатывает 2 раза. Он 1 раз умер, хорошо. Перерождение он появляется. И в чем проблема? Кидаем мы немоту. Ну хотя бы так. Но это капец, конечно. Ага. И вот он ставит опять ее. Это отвратительно. Сорок. Надо ее убивать, надо по-любому ее убивать. Кидаем мы заморозки и смерть. Ну, тяжко, тяжко. И вот опять же. Вот что я здесь должен делать? А хрен его знает, что я здесь должен делать. Да, у меня раскидано все, что только можно, но этого мало. Этого мало. Это хорошо, что мы слили эту, но это плохо в том плане, что нам сейчас практически делать-то нечего. Ну, выпущу я сейчас Апепа.
Отлично. Ну вот, все равно сейчас посмотрим, что он будет делать. Если он поставит Мелию плюс Ананта, это будет, конечно, отвратительно. Но Мелию нам надо будет по-любому сливать. Он может вот сюда сейчас поставить Мелию. А, вот он ставит Ананту. Ну тогда, что нам тут остается? Ну, продолжаем только раскидывать руны, в принципе. А, набрали? Да, хватило на одну единичку. Хватило, убиваем его. Ну, такая партия была на тоненького. Побеждаем, идем в следующую. Такая колода довольно интересная. Но опять же, на любителя все это. Так. Угу. Ну, хилимся тогда. Убиваем мы его. Что у него вообще за колода? Понятно. Принцы, прочее и прочее. Так, перерождение мы ей дали, что не может не радовать. Даем немоту. Даем Ореоха. Сейчас мы добьем Ангелию светоносную. Да, добиваем мы Ангелию. И можно, в принципе, начать раскидывать руны. Пусть сову ставит. С одной стороны, сова даже где-то зайдет. Ну, отлично. Сама умрет. Сливаем все, что на столе. И начинаем продамаживать, наконец, ему в тело. Да, он убьет Фредди. Но мы начнем раскидывать перерождение. Фредди не вышел, ну ничего страшного на самом деле в этом нету. Так, чтобы нам сохранить Ореоха, нам нужно сделать вот так вот. То есть я говорю, колода сама по себе функциональная. То есть она есть ей чем отбиться, чем подконтрить и прочее, и прочее. То есть такая колода действительно неплохая. Вот отлично, сейчас он на сову как раз кинул, сейчас он еще кинет и на этих всех. Ну, короче, здесь сейчас кроме акул весь стол умрет. Что не может не радовать. А, вот выходит Ангелия, ну, убивает свою же сову. Как бы нормально. Эти мы убиваем, ставим сюда. Ну и добиваем его, собственно. Да, ничего такого особо сложного не было. При этом мощь у него была чуть побольше, чем у нас. Но, как я уже говорил, это здесь давно не показатель. Можно обыгрывать и с более меньшей мощью более сильные колоды. Так, поехали дальше. Поехали дальше. Так, что мы здесь можем сделать? Мы можем снести все к чертовой матери. У него на 43, да? И вот такая у него колода. Ну, сюда почему нет? Носим и проносим. Чтобы нам ничего не мешало. Отлично, угол он закрыл. Мы ставим шамону. Даем ей перерождение. Сейчас здесь выйдет Фредди. Она его заберет себе. Ну, Фредди вернулся. И, соответственно,
сейчас мы можем поставить мизу. Все, стол у нас залит. Фредик еще раз переродится. Так. Ну, наверное, даже вот так вот сделаем. Не хотелось бы с ним сталкиваться. Плюс он хорошо атаку нам порежет, если выживет. Да, на 64. Это перебор для нас. Напомню, у нас также все еще есть хилка, у нас есть. Так, ну теперь можно начать уже раскидывать всякие руны-шмуны. Да, он похилился здесь, но у нас уже и атаки нормальные, и рунок мы нормально раскидали, и заморозку, и смерть. Ставит он. Да, акул. Одна из них замораживается. Что он еще поставит? Титания. Титания нас абсолютно не пугает. Я даже думаю, можно, наверное, еще одну мизу поставить. Вот, теперь у нас весь стол, в принципе, кроме одной клетки, занят нашими рунами. Посмотрим, что он будет делать. Здоровье тут уже у всех очень даже прилично. Ага, вот так вот. Да, не вопрос. Мы как бы сейчас опять немоту просто кинем. И это победа. Да, все, мы побеждаем. Ну, как видите, колода могет. Во всяком случае, в 11 лиге она могет. Не всегда, далеко не всегда. Не буду говорить, что она прямо идеальная, но колода может решать. Ну, вот здесь уже не знаю, честно говоря. Здесь уже такие злыдни какие-то попадаются. Афродиты выходят с исцелением минус 181. Даже уже не знаешь, что делать. Кстати, очень... Ну, хотя... Сейчас, я думаю, можно выпустить Фредди. Фредди. Сейчас мы можем кинуть ему вот так вот, в принципе. И слить основного нашего противника. Да, конечно, здоровье здесь бешено у них скачет, потому что Афродита выходила. Но попробуем выжить все-таки. Попробуем все-таки выжить. Так, давайте-ка мы вот так вот сделаем. Пусть все-таки он убьет сначала конька, горбунька. Так, вот теперь, кстати, можно и кинуть. Потому что это и так умрет. Мы продолжаем раскидывать заморозки. Сейчас у нас похилит. Так нормально. И, конечно, он достал уже с этим. Да. Давайте выпускаем Ореоха. Ой, Ореоха этого Апепа. Ну хорошо, все, что мы могли, мы рунами заняли. Как бы у нас, как это получится, уже это другой вопрос. Ну, пока выхиливаемся, хорошо. 56, 58. Угу. Он все-таки дал им атаку. Ну ладно. Пробьет он сейчас все-таки нам. Так, ну нам нужно закрываться. От этого сносим. Все, в принципе. Тут мы рунами все перекрыли. Вот у него есть 3 ближних руны.
которые и будут ему давать основное здоровье. Ну, тут не страшно. Тут не страшно, плюс мы вот так еще поставим сейчас. Ну, и здесь, мне кажется, у нас уже слишком глобальное преимущество, чтобы проиграть. Хотя, опять же, колода у него очень сильная. 12600 вообще. Стоимость, скажем так. Так. Ну, можно даже вот еще одну низу выпустить. Тут не принципиально. Все равно это победа. Да. Ну и пока с лигой мы закончили. Ну вот, как видите, 10-я лига. Вот с этой колодой, в принципе, колода добротная. Колода стоит того. Можете попробовать. Так, ну что. Арену богов мы прошли. Ну а мы идем бить Гера Кошмара. При смерти союзника дает плюс 14 случайному союзнику, каждый 4-й ход дает перерождение союзникам, и каждый 6-й ход дает врагам способность в начале хода получает 16 урона за каждого соседнего героя. Ну, поехали. У меня 2 попытки. Будем пробовать убить Гера Кошмара. Сразу же кидаем руны, ну и поставим, например, кактуса. У него нет зданий. Нам нельзя никого оставлять на перерождение. Это не есть хорошо, поэтому будем пытаться. Так, этот сам помрет. Так, на перерождение нам однозначно никого оставлять нельзя. Поэтому ставим вот так вот. И сносим весь стол. Все, перерождение прошло, 4 хода. Так, ищем какого-нибудь стрелка. Угу, уничтожает. Да, наверное, вот так вот сделаем. И продолжим потихоньку раздамаживать его. Сейчас он даст нам умение, что будем мы отхватывать. Поэтому найдем мы вот так вот. Но урон мы все равно будем получать, да. Раскидал он его на всех. По 19 урона мы получим. Вот как видите. Так. Угу. Ну, этот сам помрет. Сам и умер. Отлично. 1200 у врага осталось. Так, ну девочка его сама сольет. А мы можем мужикам дать по 26. И продолжить проносить урон. Получил он перерождение от прошлого хода. Ужасно, но не критично. Поэтому вот так мы сделаем. Эти сами сейчас помрут. Все, прекрасно. Угу. Продолжает он. Давайте тогда лучника поставим. Нам сейчас нужно будет их слить до того, как они получат перерождение. Так, это сама умрет. Все, померла. На следующий ход нам опять же никого оставлять нельзя. Поэтому выпускаем его вот так вот. Нашего небесное дело. Все, возрождение прошло. Что не может не радовать. Так, а вот теперь вот это, да? А вот это вот кренделя мне сливать особо и нечем. Угу, угу. Давайте попробуем вот так вот сыграть. Стараемся на максимум урона внести. Может, все-таки стрелок какой-то придет.
Не приходит нам стрелка. Ну, хорошо хотя бы так. Этот умирает. Этого мы сможем добрать, если нам все-таки, ну, один-то стрелок нам должен по-любому прийти. Здоровье у нас уменьшается. Да, вот стрелок наш. Носим его. Она умрет на следующий ход. Перерождение она получить не должна. Так. Угу. Давайте тогда поставим богомола. Да, вот плохо. Перерождение у него, получается, есть. У этого есть. И это хреново. Это очень хреново. Так, так, так. 24, 32, 58. Я отдам вот этого. Он умрет на следующий ход, что не может не радовать на самом деле. Ставит лучника, да? Да, хочет он убить нас. Хорошо, убивай. Так, так, так. 19. 2. Ну да, тут поражение у нас. 260 мы не добили, к сожалению. Ну, нечем было перекрывать, попыток уже не было. Ну, 1339 урона мы не несли. Тогда сейчас добиваем его. Да, у нас как раз еще одна попытка восстановилась, так что все удачно. Сейчас мы его добиваем. Да, привет, Серафим. Как дела, как настроение? Мы тут ямой балуемся. Отдаем мы нашего рыцаря. Пажа. ПЖ. Мистер ПЖ. Так, вот тоже неплохая. Сейчас выпускаем акулок. Выпускаем мы акул. Можно поискать какой-то. Да, вот, например, стрелка ставим. Здесь уже не принципиально. Следующий ход мы спокойно пропустим, и это будет победа. Ну и потратим одну попытку на Фредди. Так, забираем мы 3 сундучка, 114 медных монеток. Ну вот, неплохо. Помощник зла. Следующий у нас... Ага, это у нас эпическая Бастет. 31 карточку можно будет перевести. Так, и 8 атаки она у нас получит. Хорошо. О, и покровитель Севера, которого можно эволюционировать в Виксона. Виксон у меня вот такой. Но если на 23, то это будет совсем здорово. Так, ну у нас Фредди. Буду я его подгонять к событию, потому что есть у нас один легендарный сундук, соответственно. И мы подгоним Фредди, и будет второй сундук, и мы спокойно сможем проходить третью главу. Ой, вторую главу, окончание, чтобы перейти в третью. Так, кидаем. Носим дерево. Фредди кидает, у него умение это... При появлении любого героя он наносит 4 варлорду. Каждый третий ход он призывает страшилу, и каждый седьмой призывает 2 страшилы. То есть вот такие вот пироги. Так. Зачем мне его убивать прикажете? Ну, он еще и 141 урона наносит. То есть надо отдавать то, что не жалко. А что у нас не жалко? Да у нас все жалко. Поэтому мы пока сыграем так, а потом выпустим акулу просто. Так, 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 так. Давайте пока вот так сыграем. И вот так вот.
чтобы он умер стопроцентно. 27 мы проносим, он умирает. Ага. Зато он убил нам акулу, что тоже не есть хорошо. Этот долбанный страшила. Ну, вот, да, пошел мертвый лорд в дело. Мертвый лорд пошел в дело. Так, вот мы можем выпустить болта. Отлично. Этот умирает. Болт он нам должен слить сейчас. А, нет, он решил его не убивать. Окей. Тогда что мы тут можем сделать? Мы можем поставить, например, Худу. Худу пронесет ему еще немного урона. — 88 тонн вряд ли найдет все-таки с одного хода. Да, с одного хода он не нашел. Мы ему нанесем немного урона. Так, ну здесь, в принципе, максимальный урон просто найти. Например, вот так вот. Ну, и мог бы, конечно, встать он и на вторую бы сюда клеточку, было бы приятно. Ну, ладно. Проиграли и проиграли. У меня всегда с Хиусом возникают трудности. Ну, если что, я потом немножко изумрудов солью, да все равно я его добью. До пятницы у нас еще время есть. 400 монет, когда мы насобирали. 490. Ну ладно. Яму показал, арену богов показал. Выложу арену богов отдельным роликом. Ну а вам, ребят, все, кто был со мной эти долгие час 40 минут, спасибо. Завтра у нас получается четверг. Четверг будет выходной. Возможно, я постримлю где-нибудь в районе часика. И, соответственно, в пятницу у нас уже события. На события мы зарядим нормальный стрим. Довольно длительный. Будем проходить. Ну, а пока все. Все. Серафим, успехов во всем. Пока. Всем добра.